Ангелы поют, люди поют, дети поют. И одну песню «Он воскрес». Аминь. Аллилуйя. Спасибо огромное всей команде, которая сегодня окунула нас в этот праздник. Это не время траура и трагедии. Это время великого триумфа. Потому что Иисус прошел до конца. Спасибо прославления в лице Ильи, все музыканты. Огромное спасибо подростковой команде. Эта сценка всегда бьет прямо в цель. Дайте большие аплодисменты. Огромное спасибо детям и тем, кто с ними трудился. Всегда весть из уст детей звучит очень искренне и достигает сердца. Аминь. Огромное спасибо нашей команде, кто отвечал за звук, за все эти ролики. Вся эта команда, Петр и все с ним вместе. Огромное спасибо Алексей, Денис, все, кто трудился. Я думаю, был хороший звук, и послание, оно достигло каждого из нас. Давайте за все это дадим большие аплодисменты. И, безусловно, в этот день особенно хочется возвещать и провозглашать: Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Пусть это несется до небес. Аминь. И сегодня я хочу, чтобы мы высвободили провозглашение веры, может быть, радикальное, но очень важное. Об этом апостол Павел Колоссянам пишет: вы, погребенные с Ним в крещении, вместе с Ним воскресли действием веры в Бога, который воскресил Его из мертвых. Вы, которые воскресли вместе с Ним. Поэтому мое провозглашение веры следующее. Я провозглашаю: Христос воскрес, а ты провозглашаешь: я воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес к новой жизни. Дай Богу большие аплодисменты. Это не вопрос будущего, это вопрос настоящего. Это не вопрос завтрашнего дня. Это то, что я получил во Христе Иисусе. Но послушай, итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному. Туда, где Христос сидит по правую руку Бога. Обращайте ваши молитвы к небесам, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. Если вы воскресли со Христом, ищите горнего. Или здесь сказано: ищите, стремитесь к небесному. Молитвы направляйте не к проблемам, а к небесам. Потому что небеса сегодня проповедуют. И проповедуют истину. Если Христос воскрес, если Христос воскрес, эта истина пусть также проносится до самых небес. Я верю, друзья мои,
что воскресение нашего Господа – это не просто чудо, принесшее нам обетование будущего. Я в это верю, что если мы с Ним умерли и с Ним воскресли, то мы будем с Ним и царствовать. И однажды настанет этот день, когда мы встретимся с Ним на облаках и будем с Ним вечно. Если в это не верить, то напрасно все. Мы верим, что жизнь на этой земле не заканчивается последним ударом нашего сердца. Мы верим, что последний удар – это время прекращения земного бытия. И мы покидаем нашу палатку. Дорогой мой, ты в этой палатке не будешь счастлив всю вечность. Бог тебе даст новое тело, новую жизнь, и ты будешь другой. Поэтому, когда мы однажды покинем эту палатку и не будем сожалеть, но это не значит, что Бог не хочет, чтобы ты был счастлив, живя на этой земле. Бог сделал все, чтобы осчастливить человечество, живущее на земле в каждом поколении. В каждом поколении. Он не планировал зло, Он не планировал какие-то проклятия, Он планирует благословение. Он хочет, чтобы ты жил полноценной жизнью, наслаждался со своими близкими, родными, любимыми, чтобы ты имел жизнь и имел избыток радости, избыток счастья, здоровья, финансов, благополучия, избыток всего, что сегодня нам так необходимо. Поэтому Бог хочет, чтобы ты жил и наслаждался, но чтобы жил ты в осознании вечности. Пойми, то, что мы здесь временно. Писание даже говорит, мы здесь странники и пришельцы. Христиане не странные, они просто не привязаны к земле. Они привязаны к небу. И для тех, кто туда не стремится, да, мы странные, но мы странники. Мы идем по этой земле, но это не значит, что нам чужды все блага. Потому что все, что мы видим, сотворено моим и твоим Господом. И, кстати, для тебя и для меня. Он творил небо, землю, природу, все блага. Он творил для тебя и для меня. Поэтому мы имеем великую привилегию, зная Господа, с надеждой, с верой шагать по этой жизни. Я хочу в это неспокойное, в это тревожное, я бы даже сказал, нежелательное время для нашего поколения научиться жить вечностью. Что я имею в виду? Друзья, в вашей жизни были такие моменты, когда вы что-то, уже зная, чем закончится, смотрели уже в записи. Ну, например, ваша любимая футбольная команда. Я не знаю, или какой-то поединок. И за кого-то вы болели. И когда ты это смотришь в эфире, то есть в прямой трансляции, ты переживаешь, чем же закончится все. И иногда события на этом ринге, на поле, они могут разворачиваться не в твою пользу, не в твоего героя, не в твою команду. И ты думаешь, проиграет же. Посмотри, уже 2-0.
Но когда ты уже посмотрел запись, и в новостях сказали, что твоя команда выиграла, ты уже это смотришь и смеешься. Ты понимаешь, как бы сейчас ни выглядела картина, моя команда победит. Потому что я знаю финал этой игры. Не так ли в нашей жизни должно быть? Когда ты сегодня сталкиваешься с превратностями в своей жизни, с трудностями, поймите, мы знаем финал. Иисус уже все написал. Мы победили. Не все это понимают. Не все это разумеют. Поймите, мы уже знаем финал. Мы победили однозначно, потому что Иисус одержал победу. И Он, кстати, все написал. И как бы ни складывались обстоятельства в твоей жизни, как бы ни выглядела сегодняшняя ситуация, мы знаем финал. Мы знаем конец. Мы знаем, что однажды царство Господа овладеет царствами всеми. И мы будем царствовать с Ним. Это не сказка. Это финал, который написан нашим Господом и Отцом Небесным. Послушайте, я хочу, чтобы ты сегодня, переживая в жизни какие-то потрясения, согласитесь, в нашей жизни есть взлеты и есть падения. Есть дни, когда дни погожие, а есть непогожие. Но знаете, у природы нет плохой погоды. Есть дни, когда тебе кажется, что ты на гребне волны, и ты победитель, и тогда легко верить. Но иногда ты оказываешься где-то в поражении, в проигрыше, и так сложно верить, что все будет хорошо. Когда тебе диагноз сказали, когда тебе на работе сказали, ты уволен, так выглядит все безнадежно. И вот в этот момент я бы хотел, чтобы мы научились доверять не тому, что происходит в нашей жизни. Это же еще не финал. Это просто промежуточный этап игры или нашей жизни. Но мы знаем, что чем все закончится. И смотрите, Иисус уже на Голгофском кресте провозгласил финал всего человечества. Знаете, что Он сказал? Свершилось. Свершилось. Что это значит? Ну, Он предполагал. Он догадывался. Он хотел. Нет, Он знал, что все свершилось. Теперь завеса разорвана. Небеса открыты. Двери небесного трона Отца распахнулись так широко, что сегодня каждый ищущий входит и находит себе покой. Друзья мои, свершилось. Все уже сказано. Даже когда Иисус говорил о каких-то, может быть, событиях, грядущих в жизни, Он это говорил с любовью и с неосуждением, а вселяя надежду, все изменится. Что мы видим? Откровение 20 глава. Дьявол, вы слышите, который их обманул, был брошен в озеро, наполненное горящей серой, туда, где уже были зверь и лжепророк. Там они будут мучиться день и ночь во веки веков. Вот конец царству тьмы. Вот финал лжепророка и зверя. Вот кончина дьявола, сатаны. Это уже написано. И когда ты знаешь финал,
Но не надо впадать в депрессию, видя середину жизни, видя середину истории и думать, а это что? А это что? А вот здесь? А как жить дальше? Друзья мои, у нас есть запись Отца Небесного. Мы победили. Послушай дальше. Потом я увидел небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенный для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а Он будет с ними, их Богом. И Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет смерти и скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло. Сидящий на троне сказал: я делаю, я творю все новое. И он добавил: запиши, потому что это верно и это истинное слово. Вы поняли, нет? Вы поняли, нет? Я не вижу радости. Ты скажешь: ой, как неплохо, плохо в моей жизни. Ой, я думаю, что вообще я перед Ним виноват. И много-много вещей в моей жизни. Послушай, хватит верить лжи. Верь правде. А эта правда говорит: Он приготовил новое небо и новую землю, где мы будем обитать с Ним вечно. Ты скажешь: а то, что я переживаю в своей жизни, это временное неудобство, это временное недоразумение. И это мы переживем. Помните, как в этом мультике? И это мы переживем. Пройдем долину, пройдем эти обстоятельства, и Он выведет нас на эту гору. И Он явит свою славу. Друзья мои, на сегодняшний день мы должны понимать, насколько мы счастливые люди. Не от того, что мы живем в России или в другой стране. Сегодня уже дискуссии, где лучше. Не от того, что мы живем на Урале, так далеко не достанут. Не от этого мы счастливы. Мы счастливы от того, что мы знаем Господа. И наше жительство на небесах. Дай Ему большие-большие аплодисменты. О, как много хочется сказать в этот праздник. Но я буду краток, как никогда. Как много хочется сказать. Друг мой, ты счастливый человек, потому что ты имеешь, я бы даже сказал, смелость с дерзновением во 100 крат больше, чем Иисус имел на этой земле. Он даже сказал однажды: мне негде было преклонить главу. Вы знаете, это правда. Когда Он родился в этот мир, Он даже не родился в своей собственной квартире или доме, или жилье. Ему пришлось арендовать хлев, скотный двор. И там на соломе Он родился даже в арендованном. Я скажу больше, когда Он умер, у Него даже собственного гроба не было. Его похоронили
в арендованном на время пещере, которая ему не принадлежала. Друзья, он пришел в этот мир и ничего не имел. И уходя, он даже гроба собственного и не имел. Ты не переживай, у тебя будет. У него даже собственной могилы не было. Он в арендованном родился и в арендованном умер. Но это не поменяло его. Вы слышите? Он победил смерть. Аминь. Он победил дьявола и восторжествовал над ним. Поэтому, друзья мои, мы ничего не принесли с собой в этот мир. И ничего не можем взять с собой из него. Друзья, живя, наслаждаясь, Бог не против, всех благ они для нас, но живи ожиданием вечности. Пойми, в этой жизни, если мы надеемся на Него, то мы все преодолеем. Если мы в этой жизни надеемся на временное и проходящее, то мы будем глубоко разочарованы. Поэтому, друзья мои, проверяй в эти пасхальные дни, на чем строится твоя вера, на чем стоишь ты. Тебе не надо за Иисусом идти поодаль, где-то украдкой, где-то раз в год на Пасху. Тебе надо следовать за Ним шаг в шаг. Вы со мной? Я хочу, чтобы мы посмотрели одну историю. Она для меня очень показательна. Тема моей проповеди я не назвал, но назову сейчас. Она будет называться так: «Это не твой костер». Это не твой костер. Матфея 26 глава. Но все произошло именно так, чтобы исполнилось Писание пророков. Тогда все ученики оставили его и убежали. Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каиафе, у которого уже собрались учителя закона и старейшины. Петр следовал за Иисусом на некотором расстоянии, прошел прямо во двор первосвященника. Войдя вовнутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все кончится. Вот состояние, когда ты не знаешь финала. Ты не посмотрел новости, чем все закончится. Помните, Иисус не раз ученикам говорил, когда они задавали вопрос: Иисус, а вот это как будет? Он говорит: разве вы не читали? Вот иногда в нашей жизни возникают вопросы, проблемы. Мама, папа. Ответ один: разве ты не читал? Загляни, там все написано. И вот Петр издали следовал, зашел, присел в другом Евангелии у Марка 14 написано: Петр, держась поодаль, пришел во двор первосвященника и сел со стражниками греться у костра. Петр, это не твой костер. Это не твой костер. Потому что у этого костра тебе придется встретить очень радикальные вопросы, и тебе придется отвечать на них. Тебе придется столкнуться с тем, что будет трясти твою веру, твою жизнь. Петр, это не твой костер, это не твои люди, это не твое место, это не твоя компания, это не твои парни, с которыми ты должен сидеть, потому что тебе придется оправдываться, когда тебя будут унижать, когда тебе будут задавать какие-то каверзные вопросы, на которые у тебя нет
точных ответов. Друзья мои, найдите свое место и свой костер. Мы дальше увидим это. И вот что происходит дальше. Петр же в это время был во дворе. А что было между тем, когда он зашел и сел с этими стражниками греться возле костра? Было холодно. Согласись, в жизни иногда холод нас атакует. Я не говорю о физическом, хотя и физический холод нас иногда достает. Но есть холод другой, когда ты переживаешь потрясения, может, связанные с твоими близкими, с твоим супругом, с твоими детьми. Холод. Ты думаешь, а где погреться? Куда уткнуться? И поодаль Петр шел за Иисусом. Он хотел знать, а чем все закончится. Все разбежались. Каждый в свою сторону, потому что они понимали, с нами может быть то же самое, что с ним. Но Петр, он шел поодаль. Друзья мои, самое опасное в жизни, когда ты следуешь за Иисусом поодаль. Когда ты где-то издалека, да, я верю, да, я христианин, да, ну, не надо меня доставать, не надо, у меня все нормально с Господом. Послушай, если у тебя все нормально с Господом, ты будешь пребывать в Нем с Ним. Ты будешь неразлучен, ты будешь влюблен так, что никакие обстоятельства тебя не смогут выбить из этой колеи, или, как говорят, из седла. Ты будешь знать, это мой Господь. И в это время искали обвинения против Иисуса. Пытались найти доказательства, чтобы обвинить, приговорить Его, но не находили. И нашлись два лжесвидетеля, которые сказали, он когда-то говорил, что разрушит храм, а говорит, достаточно. И вот уже нашли обвинения, уже зачитали приговор, а Петр все греется у чужого костра. Туда пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, гревшегося у костра, присмотрелась к нему и сказала, ты тоже был с Иисусом из Назарета. Не так ли в нашей жизни бывает? Когда к нам присматриваются и говорят, ты тоже туда ходишь? Ты тоже один из них? А особенно спрашивают, ты тоже туда плачешь? Ты говоришь, да нет, я вот, понимаете, соболезнующий. Я так вот, мне нравятся люди. И вот она пришла, посмотрела внимательно на Петра, а он грелся. Петр, это не твой костер. И, увидев Петра, смотревши в него, сказала, ты был с Иисусом из Назарета. Но Петр отрицал это. Я вообще не знаю, о чем ты говоришь, сказал он, вышел во внутренний двор, и тут пропел петух. Служанка увидела Петра и там, и опять стала говорить стоящим рядом, это точно один из них. Петр снова отрицал, но спустя немного времени стоявшие там люди опять сказали ему, точно ты один из них, ты ведь галилеянин, то есть твоя речь, она тебя разоблачает. Ты же говоришь не как все. Петр начал кляться
божиться. Вы знаете, что это такое? Кляться, божиться. Я не знаю человека, о котором вы говорите. И тотчас во второй раз пропел петух. И Петр вспомнил слова Иисуса. Прежде чем 2 раза пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. И он горько заплакал. Петр, это не твой двор, это не твой костер, это не твоя компания. Друзья мои, задумайтесь над этим. Нам иногда нужно избегать этих компаний, потому что нам задают не очень удобные вопросы, и не на все у нас есть ответы. И Петр, находясь там, желая видеть финал, хотя финал уже был ему открыт, Иисус же его предупреждал. Иисус же им рассказал: на 3-й день я воскресну. И я предваряю вас там, в Галилее. Место встречи изменить нельзя. Мы там встретимся, как прежде. Но Петр был охвачен страхом. Оказавшись на вражеской территории, он переживал страх. Он начал оправдываться. Потом начал отрекаться. Потом начал божиться. Я его не знаю. Как в этом постановке Кифа. Что за бред? Я этого не знаю. Не помню до конца точно, как сказано там. Но Андрей Кочкин очень четко передавал состояние Петра. Что за бред? Друзья, и когда пропел петух, он вдруг вспомнил. В другом месте написано: Иисус повернулся и посмотрел на Петра. Это был не взгляд полный укора и обвинения. Это был взгляд любящего друга, который сказал: Петр, все хорошо. Все хорошо. Не опускай руки. Не сдавайся. Да, я остался один, но так должно быть исполнено то, что сказали пророки. Ты просто решил рвануть в своей вере, не взвесив до конца, на что ты идешь. И что мы читаем дальше? Я не буду читать, вы помните. Он вышел за пределы города и горько заплакал. Он рыдал, он стонал, он плакал, он понимал: я сделал ужасный грех. Я отрекся от любимого ученика. Петр, но разве тебя не предупреждал Иисус? Вы просто представьте эту картину на этой вечере, на этом празднике Пасхи, где они сидели. Иисус сказал: один из вас предаст меня. И вы помните, как развивались события. И Петр встал и сказал: если все, то только не я. И вдруг Иисус обращается к нему и говорит: Петр, еще дважды не пропоет петух, ты от меня отречешься. Знаете, когда я это анализирую, я думаю: Иисус, как все-таки радикально, но честно. Как все-таки правдиво, но с любовью. Как все-таки говорит о чем-то плохом,
но не осуждая. Вы знаете, это непросто. Но это Иисус. Представляете, команда моя, мы сидим, кушаем, и вдруг я кому-то говорю: ты от меня через несколько времени отречешься. Вы знаете, а это правда происходит. Те, кто кричал, говорил: люблю, жить без тебя не могу. Потом смотришь, оказывается, вообще ты им жизнь всю испортил. Оказывается, может жить. И еще как. И вот Петр, выйдя из этого двора первосвященника, он горько плакал. Он понимал, все, свет погас, жизнь закончилась. Мне придется с этой виной жить всю жизнь. Мне придется это нести на своих плечах. Вы знаете, это ужасно. Можно не закрывать. Не закрывать. Ничего страшного. И он понимал, изменить это уже невозможно. И знаете, когда ты не знаешь, что делать, ты возвращаешься хотя бы к своему любимому занятию. Он пошел ловить рыбу. Подальше от людей. Там, в одиночестве, закидывая сети. Может, поймая, не поймая, не это важно. Важно, я буду там один, со своим горем, со своими думками, со своей виной. Знаете, так иногда в нашей жизни. Мы что-то сделали, и мы не можем с этим как-то разобраться. И эта вина, она может давить на нас. А Иисус уже давно простил. Иисус уже сказал: все нормально. Петр, я тебя предупреждал. Мы встретимся там, на берегу. Рандеву состоится. Петр был подавлен. Он был нахлобучен горем. Вот по полной программе. Небо молчало. Сердце стонало. Как смотреть в глаза? Не то, что Иисусу. Вообще, как поднять голову к небесам? Как? Я же кричал. Я же бил себя в грудь. Я сказал: все, но не я. И вдруг не со всеми, а со мной случилось самое страшное. Да, он понимал путь Иуды и его путь. Он с ним не согласен. Но он понимал: я сделал ужасное. Я предал Иисуса, когда Он больше всего нуждался, чтобы кто-то был рядом. Я от Него отрекся. И вот в таком состоянии Петр идет ловить рыбу. Конечно, ученики сказали: мы тоже с тобой. Петр, ты как-то все-таки всегда впереди был, и твои идеи, а иногда поощрялись с нашим учителем, может быть, там, на рыбалке, мы отключимся от всех проблем. Говорят, когда тяжело мужику дома, он становится рыбаком.
Потому что на рыбалке он отключает все. Ни о чем не думает, просто закидывает удочку и все. И вот они отплыли. Оказывается, и лодка есть, и сети есть. Ловили всю ночь. И ничего не поймали. Ни одна рыбка не заплыла. А рано утром, послушайте, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали Его. А рано утром, когда туман начал рассеиваться, и когда первые лучи пробивались сквозь темные тучи, вдруг они увидели на берегу костер. Петр, это твой костер. Это твое место. Это твои друзья. Это твой учитель, с которым ты должен быть. Но они не узнали его. И тогда он спросил их, есть ли у вас что покушать? Они, конечно, сказали, лучше не спрашивай. У мужиков, которые ловили всю ночь, ничего не поймали. И вдруг один из учеников, знаете, что я понял? Оказывается, разбежались все. Но все-таки один ученик был с Иисусом до самого конца. И знаете кто? Иоанн. Знаете почему? Потому что он любил. И он говорил о себе: я любимый ученик Иисуса. Я любимчик. Любовь, она никогда не перестает. И даже у креста, когда он стоял, он получил задание: Иоанн, вот матерь твоя, позаботься о ней. Все разбежались, но люди, движимые любовью, никогда не сдаются. Вы слышите? Вот почему нам нужно быть наполненными божественной любовью. И вот этот ученик, он толкает Петра в Бога и говорит: слушай, ты что, не понял? Это же учитель. Тот как ломанулся из лодки и за секунду оказался на берегу. Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. И он сказал: дети, кушайте. Вот твой костер, Петр. Вот твое место. И там, возле этого костра, там, на этом месте, он услышал также вопрос: Симон, сын Ионин, а ты все еще любишь меня? И он пошел в самую суть. Любовь. Скажи: любовь. Любовь. Запомни, никто и ничто не может нас отлучить от любви Его. Ни настоящее, ни будущее, ни смерть, ни начало, ни конец, никакая тварь, ходячая, ползучая, не может отлучить тебя от божественной любви. Любишь ли ты меня? Он говорит: ты знаешь. Он говорит: паси моих овец. В этот момент, когда казалось, Петр, он уже подавлен тем, что он сделал, Иисус не обращает на это внимания. Он говорит: Петр, возвращайся в свое призвание. То, что было вчера, оставь во вчера. Я с этим уже разобрался там на кресте. Хватит жить мнением вчерашнего дня, что в твоей жизни произошло и что теперь.
всю жизнь тащить это. Оставь это во вчерашнем. Петр, все, забудем. У меня один вопрос. Любишь ли ты меня? И он говорит, ты знаешь, Господи. Он говорит, паси моих агнцев. Вернись, Петр, в свое призвание. Неважно, что в твоей жизни происходило. Твое призвание, о нем сказано, оно непреложно. Вы слышите? Оно не забирается. Если Бог тебе дал призвание, не хорони его. Не ставь крест. Он никогда на тебе крест не поставит. Ты скажешь, о, я чувствую вот эта подавленность из-за моей семейной жизни, из-за моих каких-то греховных вещей. Послушай, твое призвание, оно не связано с твоими делами, оно связано с Богом. Вы слышите? Это пришло от Бога. И Бог говорит устами Иисуса, Симон, любишь ли ты меня? Он даже чуть-чуть огорчился. Он говорит, ты же знаешь. Другими словами, Иисус высвобождал исцеляющую любовь на его сердце. Трижды отрекся, трижды любовь приходила и прикасалась. И после этого он говорит, следуй за мной. Если ты любишь, то ты будешь служить, ты будешь молиться, ты будешь возвещать истину, ты будешь следовать за Господом, когда солнце сияет и греет, когда ветер противный, ты будешь идти за ним, потому что ты живешь вечностью. Вы со мной? Поэтому мы пользуемся всеми благословениями, но мы жители неба. Я не знаю, через какие трудности ты проходишь или проходил. Я не знаю. Но я хочу себе сказать одно. Бог любит тебя. Бог сильно любит тебя. Его любовь, она разрушила узы смерти, разрушила узы греха, проклятия. И нет такой ситуации, которую Иисус не может разрешить. Нет такой проблемы, с которой мой Господь не может разобраться. Нет такой нужды, которую Он не может восполнить. Бог все совершил. Друзья мои, мы знаем конец не только в своей жизни, а мы знаем конец истории человечества. Камень, который оторвался от горы без содействия рук человеческих, он ударил в ноги истукана и разрушил все. И этот камень стал горою и наполнил землю всю. И это царство моего Господа Иисуса Христа. Дай Ему большую, большую славу. Бог единственное, что сегодня жаждет больше всего, это пребывать, жить в тебе и являть себя через тебя. Позволь Ему это. Позволь. Ты думаешь, как это возможно? Как я могу? Друг мой, да что твое могу? Все Его могу. Аминь. И когда ты Ему позволяешь, ты будешь переживать великую благодать на своей жизни. Потому что если Христос воскрес,
то и я воскрес вместе с Ним. Давайте еще это провозглашение веры сделаем. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Это абсолютная истина и правда. Дайте еще Богу большую, большую славу. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы в этот вечер, когда мы вошли в это потрясающее событие, воскресение, победу, свободу, когда мы осознали, насколько мы дороги Тебе, мы благодарны Тебе. Господь, мы молимся, чтобы этот свет истины воссиял в сердце каждого, в этом городе, в этой стране, в этой нации. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. И все да скажут: я поздравляю вас с этим светлым, радостным праздником воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Это самый великий праздник, который христиане отмечают. Это Пасха. Потому что в этом вся суть божественного плана искупления. Аллилуйя! Я так счастлив. Поэтому найди свое место. Будь у своего костра. Не будь там, где тебе придется оправдываться. Будь там, где ты будешь принимать и принимать Слово, высвобождающее тебя в призвании и в твоей судьбе. Будь с Господом, будь с Божьим народом, потому что там ты состоишься 100%. Пусть Бог благословит каждого из вас.